Движение хиппи, появившееся в США в 60-х годах, тесно связано с музыкальной культурой. Во многом именно под его влиянием появился психоделический рок, экспериментальный музыкальный жанр, в котором к традиционной рок-музыке примешивается восточный мистицизм. В одной только Калифорнии психоделией занимались десятки коллективов, и в числе главных имен здесь были Grateful Dead. Их популярность была такой же обманчивой, как название группы, сулящее эксцессы раннего хард-рока в духе Black Sabbath. На самом деле, 2/3 музыки благодарного мертвеца составляет то, что у нас презрительно именуют кантруха. Причем это не вылизанные до туалетного блеска песенки Eagles, а внешне небрежные, затянутые джемы импровизации, за которые, кстати, музыкантов порицала даже снисходительная к чужим слабостям Дженнис Джоплин. В начале 50-х годов в калифорнийском городке Менло-Парк началось исследование влияния диэтиламида лизергиновой кислоты на сознание человека. В числе добровольцев, которые согласились подвергнуть свой мозг экспериментам с ЛСД, был писатель Кен Кизи, автор романа «Пролетая над гнездом кукушки». Скоро препарат был нелегально вынесен из лабораторий, и галлюциногенным наркотиком объедалась богема из расположенного неподалеку Стэнфордского университета, где учился сам Кизи. Писатель, поверивший в магические свойства наркотика, основал коммуну веселых проказников, в которую входил Уосли Стэнли, студент-химик Калифорнийского университета, создатель нескольких лабораторий по изготовлению ЛСД. В то время продажа наркотиков на территории штата Калифорния еще даже не была запрещена. И Кен Кизи вместе с веселыми проказниками надумал превратить массовый прием наркотиков в сумасшедшую вечеринку с оглушающей музыкой, видеоинсталляциями и световыми эффектами. Хиппи прозвали такие мероприятия кислотными тестами. Скоро такие вечеринки с раздачей ЛСД всем желающим проводились в области залива Сан-Франциско, где веселые проказники разъезжали на своем раскрашенном школьном автобусе. А второй кислотный тест прошел в калифорнийском городе Сан-Хосе и проводился в близости к проходившему в тот же день концерту Rolling Stones, чтобы посетителей было побольше. Но звездами вечера были не заезжие англичане, а новая местная группа со странным названием «Благодарный мертвец». Группу основал веселый калифорнийский паренек Джерри Гарсия, выросший в семье руководителя джаз-оркестра и уже в детстве впитавший много разной музыки, от кантри и джаза до рок-н-ролла. Он пел, играл на банджо и гитаре. Другие музыканты от него не отставали. Басист Фил Леш мог похвастаться ученой степенью по классической композиции и умел играть на трубе. Гитарист Боб Веер запросто переходил к джазу, а пара барабанщиков Билл Кройцман и Микки Харт подкладывали под музыку сложный ритм с использованием перкуссии. Органист и певец группы Рон Маккернан, заросший бородач по прозвищу Свинарник, с детства дружил с черными ребятами и в блюзе чувствовал себя как рыба в воде. Правда, скорее не в воде, а в спирте. Маккернан отчаянно пил и после европейского турне 1972 года в 27-летнем возрасте умер от цирроза печени. Сначала группа называлась «Чернокнижники», но после первого концерта они узнали, что есть другая группа с таким же названием. Новое название группы Джерри Гарсия вычитал в словаре, раскрытом наугад. Классический пример неслучайной случайности.
от которой зависит дальнейшая судьба артиста. Вполне психоделично для 1965 года. Кроме того, ребятам помогал сам Уосли Стэнли, тот самый кислотный гуру, который в промышленных объемах производил ЛСД для веселых проказников. У Grateful Dead он служил звукооператором. Не сложилось в группе только с клавишниками. Сначала покинул своих друзей Том Канстанон, в 1973 году умер Рон Маккернан, в 80-м погиб Кит Гачо, в 90-м ушел из жизни Брент Мидланд. Стали распространяться слухи о каком-то проклятии клавишников Grateful Dead. Тем не менее, коллектив продолжал играть. И помимо всего прочего, у Grateful Dead был свой поэт Роберт Хантер, также считавшийся членом группы. Интересным фактом является участие в группе женщины. В 1973 году Кит Гачо, ставший очередным клавишником коллектива, привел с собой и свою жену Донну, которая стала исполнять роль вокалистки. Вообще, складывается впечатление, что если бы все музыканты решили привести в группу своих жен, друзей, все они рано или поздно стали бы полноценными членами большой семьи Grateful Dead. Настолько в группе все было гармонично и свободно. Еще одна особенность группы заключалась в том, что они обожали играть живьем и могли химичить на сцене часами напролет. Большинство групп репетировали и играли раз за разом заученный материал, но Grateful Dead всегда пускали дело на самотек. Ни одну песню они не играли дважды одинаково. Но, правда, они всегда были недовольны аппаратурой на концертах. Так что пришлось им собрать собственный звуковой аппарат. Гигантскую конструкцию из колонок под названием «Стена звука». Приличную часть прибыли группа вкладывала в новые динамики, отчего стена звука постоянно росла, пока не достигла высоты 10 метров и веса в несколько сотен тонн. Оценить концертную мощь стены можно с помощью их двойного концертного альбома 1969 года. Собрать всю дискографию группы даже ее преданным поклонникам достаточно непросто, так как официально изданные CD и DVD дополняются большим числом бутлегов. Рассказать о всех альбомах за отведенное время я, скорее всего, не смогу, да и нужно ли. Остановлюсь лишь на некоторых из них. То время было удивительным, и лето 1967 года вошло в историю как лето любви. Характеризуясь окончательной кристаллизацией движения хиппи, Grateful Dead стали авангардом этого социокультурного феномена. Тогда же вышел первый альбом, который оказался полностью провальным. Настолько студийная запись отличалась от заводных и вдохновенных концертных выступлений. Следующие два альбома 68 и 69 годов не только не исправили ситуацию, но и оставили группу в долгах перед своей звукозаписывающей компанией на сумму более $100 000. Так что запись концерта представлялась им идеально дешевым решением продолжить карьеру. Альбом зафиксировал подлинную сценическую магию и оказался суперудачным. Главное блюдо – потрясающая 23-минутная групповая импровизация «Темная звезда», которая стала их постоянным коронным номером. На концертах она могла длиться более 30 минут. Эта пластинка показывает, как далеко в своих экспериментах ушла рок-музыка со времен коротких и невинных песен, которые доминировали буквально за пару лет до этого.
Тут же Grateful Dead разразились двумя студийными альбомами. Они получили большое признание, в том числе и на коммерческих радиостанциях, и определили концертную программу группы на много лет вперед. А если вам нравится ролик, не забудьте подписаться и поставить лайк. Если хотите послушать музыку, заходите в мою группу ВКонтакте. Там я собираю все треки из роликов, а в своем телеграм-канале я делюсь впечатлениями при их создании. Все ролики я делаю самостоятельно в свободное время после работы на чистом энтузиазме. Поэтому, если вы считаете, что мой труд достоин поддержки, помочь мне вы можете через сервис Boosty. Также веду страницу на Яндекс.Дзене. Если пользуетесь им, буду рад видеть вас и там. Все ссылки оставил в описании под видео. В 70-м году The Grateful Dead отправились в Новый Орлеан, чтобы дать 2 концерта. 31 января полиция произвела рейд в отеле. Музыканты и их команда общим числом 19 человек сразу после концерта были арестованы за хранение различных наркотиков. Второй концерт прошел, как и было намечено, после освобождения музыкантов под залог. В конце концов, обвинения были сняты со всех, кроме Уосли Стэнли, которому предъявили обвинение в производстве ЛСД в Калифорнии, ведь с 1968 года наркотик был уже объявлен вне закона. А полиции он так и представился – кислотный король. Но уже 13 и 14 февраля в нью-йоркском зале Fillmore East группа сыграла свои, вероятно, лучшие концерты. Электрические и акустические сеты своего классического материала, и Стэнли успел их записать, чтобы они вышли на альбоме 1973 года. Take me far on down the track. I'm going away. I'm leaving today. I'm going, but I ain't coming back. Концерты следовали один за другим. Grateful Dead буквально жили на сцене. За свою карьеру они дали более 2000 концертов, на которых присутствовало в общей сложности более 25 миллионов человек. За десятилетия музыка группы почти не изменилась и может показаться анахронизмом, но на популярности группы это никак не сказывается. Они успели выступить на фестивале в Монтерее в 1967 году, на Вудстоке в 1969 и даже у пирамиды Хеопса в Гизе в 1978. За день до начала фестиваля Summer Jam 1973 года Grateful Dead вышли на сцену, чтобы просто настроить аппаратуру. Но так втянулись, что отыграли целый песенный марафон из 2 отделений. Перед сценой уже набралась огромная толпа, которая с большим воодушевлением приняла такой подарок. Запись этого джема можно найти в боксе So Many Roads. Хиппи уже в 1967 году знали, что Grateful Dead — это свои в доску парни. Потому что на их концерте можно было бесплатно получить еду, медикаменты и даже крышу над головой. Да и музыку тоже. Благодарные мертвецы сыграли больше бесплатных концертов, чем любая другая рок-группа в истории. Сообщество их поклонников быстро разрасталось, превратившись со временем в целую субкультуру под названием «мертвоголовые». Толпы фанатов разделились на фракции в зависимости от образа жизни и предпочтений и следовали за любимой группой из концерта на концерт. В числе мертвоголовых, кстати, оказались и бывший американский президент Билл Клинтон, актриса Вупи Голдберг, основатель Apple Стив Джобс, а вот, к примеру, Барак Обама пригласил их даже сыграть на своей
инаугурации. She's got everything delightful. She's got everything I need. Takes the wheel when I'm seeing double. Pays my ticket when I speed. После выпуска альбома 1974 года музыканты на время прервали совместную деятельность для того, чтобы заняться сольными проектами. Но уже через 2 года снова вернулись на сцену. Кроме того, они выпустили несколько откровенно слабых работ, и разочарованные музыканты не переступали порог студии в течение 8 последующих лет. И, несмотря на отсутствие новых студийных альбомов, группа превосходно продавала свои концертные работы. Культовый статус, заработанный ими еще в 60-е, со временем лишь окреп. И в 1987 году группа выпустила сольный альбом. Неожиданно сингл из него вошел в топ-10 поп-чартов. Также неожиданно видеоролики группы стали ротироваться на MTV. Так началась новая волна дедмании, когда к многочисленным старым поклонникам из мертвоголовых прибавились еще более многочисленные новые. На концерты группы попасть стало просто невозможно. Демократичность группы дошла до того, что фанатам было позволено записывать концерты, первый из которых был записан 8 января 1966 года в городе Сан-Франциско. Многие десятилетия поклонники приходили на концерты с магнитофонами, а над головами публики вырастал лес из микрофонов. В конце концов, было решено оборудовать для таких фанатов специальное пространство, где они при наличии специального билета могли спокойно записать концерт или даже подключиться прямо к микшерскому пульту для лучшего качества звука. Группа даже официально разрешила оборот этих концертных записей при условии, что никто не будет делать на этом денег. И мертвоголовые свято блюдут неписанный закон чести. The sun don't shine, lonely and I call your name. When I'm gone, ain't that a shame? В июле 86-го Гарсия, до этого прошедший годичный курс лечения от наркотиков, впал в диабетическую кому и чуть не умер, пробыв без сознания 5 дней. С этих пор его здоровье только ухудшалось. Тем не менее, группа продолжала увеличивать число концертов. Также они провели совместное турне с Бобом Диланом, по окончании которого вышел альбом. Но в октябре 1989-го случилась трагедия, практически покончившая с концертной деятельностью группы. Во время выступления в Нью-Джерси один из поклонников, находясь под воздействием ЛСД, упал с трибуны и сломал себе шею. А через 2 месяца на концерте в Лос-Анджелесе скончался 19-летний зритель, также будучи под кислотой. Кроме того, проблемы сходного свойства имели и сами музыканты группы. Осенью 92-го Гарсия снова оказался в больнице. 9 августа 95 года он умер от сердечного приступа. Джерри Гарсия умер на рассвете в отдельной палате лечебницы для наркоманов. Согласно воле покойного, его пепел был частично брошен в сакральные воды Ганга, омывающие город святых Ришикеш. Но вторую порцию праха развеяли над заливом грешного Сан-Франциско, словно стряхнув пепел с сигареты. Те ценности, которые исповедовал этот улыбчивый толстяк с бородой, ничто не в силах поколебать. Записей Grateful Dead сохранилось огромное количество, а значит, не будет конца потоку переизданий, а поколения мертвоголовых будут по-прежнему сменяться одно на другое.